Меня зовут Габриэль Жебран Якуб. Я скрипичный мастер-реставратор, виолончелист и организатор музыкальных и культурных программ. Моя мама хотела, чтобы я стал виолончелистом, профессиональным этим занимался. Собственно, я и был профессиональным виолончелистом. Я играл и в оркестрах, и как солист, и камерный музыкант. Начал заниматься скрипичным делом в 11 лет и уже серьезно к этому пришел в 15 лет. Способствовало тому, что я занимался на виолончели, учил сюиты Баха, был выключен свет в городе там, на несколько часов, и я вот так сюиту Баха виолончельную учил, по-моему, это была третья сюита, при свечах. Как вот Бах написал ее, так я, собственно, и учил ее. Стояли ноты, значит, 3 свечки, стол, и я что-то там разбирал, и в итоге меня что-то такое разозлило, у меня не получался один пассаж, и я со злости ударил смычком виолончельным об стол. Это был мамин дорогой смычок виолончельный. Он сломался, и я хотел очень до прихода мамы домой, хотел его починить как можно быстрее. И вот это было начало. Мой педагог, который жил в Питере, здесь и работал, был очень известным мастером, инженером, ювелиром. Он обслуживал виолончели моей мамы и реставрировал ее, и ухаживал за ней. И я часто с детства, с самых ранних лет был у него в мастерской. Мне очень нравилось, потому что для меня это было какое-то волшебное место. Вот. И мне с самого детства хотелось заняться этой профессией, к которой я пришел в итоге. Качество, которое должен был обладать скрипичный мастер, вот для меня, вот, это сугубо мое мнение, будучи, как говорится, россиянином, да, или русским гражданином в том числе, вот, это те самые качества, которые обладал мой профессор, мой педагог, мой маэстро Владимир Александрович Китов. Это был человек многогранный, это был шикарный ювелир, это человек, который очень хорошо знал физику, химию, он был инженером. Вот просто такой показатель, он в 92 году выиграл конкурс Чайковского, ему очень было сложно как военному инженеру и капитану первого ранга отпроситься у наших властей, чтобы участвовать в конкурсе Чайковского и общаться с иностранцами. То есть он был такого калибра. И ему дали это разрешение, он участвовал в конкурсе Чайковского в 1992 году и получил 3 золотых медали. То есть он всех просто сделал на раз, будучи российским скрипичным мастером. Вот. Он не учился в Кремонии, не учился там во Франции, он самоучка, скажем, своего рода. Но такого, скажем, инженера очень высокого калибра, который видел все это совершенно по-другому. С уникальным, совершенно рафинированным вкусом. А в Европе у меня были очень известные мастера, очень ведущие, скажем, маэстри, так называемые, вот, моего дела, но они больше занимались, скажем, эстетической точкой этого. А все, что касалось звука, там, конечно, хоть я и учился, скажем, в Мекке скрипичного мастерства, это Кремона, да, но все секреты звука и вообще, что такое вообще звук и музыкальный инструмент, я все-таки взял отсюда из Питера. И вот у нас мастера, они вот именно с физической точки зрения, они все-таки были более, скажем, продвинуты и более к этому относились как к науке. А там, допустим, мастер, у него дедушка был скрипичным мастером, прадед был скрипичным мастером, и все это передалось поколениями. И там вот здесь такая-то толщина, здесь такой-то размер, здесь делать так, все, есть каноны. И по ним нужно действовать. Шаг влево, шаг вправо, типа расстрел, и уже отошел от канонов. Мне повезло, что я был профессиональным виолончелистом. И мне повезло, что все эти мастера, которые вокруг меня, они, в принципе, из них никто не играл профессионально на виолончели. То есть были кто-то, кто чуть-чуть умел или учился в музыкальной школе, но не было того, кто действительно вот хорошо играл. И у меня была такая привилегия, что все мастера обращались ко мне и просили, чтобы я там пару нот издал на инструменте и сказал свое мнение. Может быть, там душку подвигать, там акустически настроить. И я, собственно, научился на ошибках своих. Потому что главное, чтобы достичь результата, нужно знать, какой должен быть результат. Да? А если ты не знаешь, какой результат, то ты не знаешь, что делать, к чему приходить. И ты начинаешь просто экспериментировать. Да? И если честно, конечно же, у многих мастеров есть такая цель — найти секрет Страдивари. Я никогда в жизни не хотел... я не искал секрета Страдивари для начала, по разным соображениям, потому что я считал, что это, в принципе, бессмысленно, потому что мы сейчас живем вообще в другом мире, да, у нас другая экология, другая вообще, по-другому устроен наш мир,
И мы должны не забывать, что даже музыка изменилась с тех пор. Когда жил Страдивари, не было шума, допустим, поездов или турбин самолетов. Да? То есть сама музыка писалась другая. И, конечно же, Страдивари сам делал совершенно другие инструменты. Они были барочные. И там уже со временем эти инструменты вскрывали, меняли там внутри конструкции. И их адаптировали под, скажем, под наши новые потребности, да? Музыкальные. И, естественно, дерево, материалы, которые были тогда, они были намного, ну, они разные, чем нежели сейчас. То есть дерево, которое мы сейчас покупаем, да, оно чуть-чуть другое. Мне посчастливилось пару-тройку раз, у меня есть, как говорится, материалы, которым 300 лет, да, дерево, но это не значит, что тоже из этого можно сделать шикарный инструмент. Скрипка, ну, самый короткий срок производства, это где-то, ну, месяц, да, 1,5 месяца. За эти 1,5 месяца в жизни происходят какие-то события, ты общаешься с какими-то людьми или знакомишься с кем-то. Короче, вот вдохновляешься этот период, как, то есть инструмент как кассета, который записывает именно вот тот самый период времени этого инструмента. И называется в честь этого там либо какого-то острова, либо какой-то женщины, с которой познакомился. Был один инструмент, который я начал, можно сказать, проектировать, да, на Канарские острова в один оркестр. И я сидел тогда в Москве, в ложе на пасхальном фестивале. И пришла новость совершенно печальная, что ушла из жизни Майя Плисецкая. Вот, и я посвятил этот инструмент Майе Плисецкой, так и называется Майя. Я пришел к скрипичному мастерству по невероятной любви. Мне по душе, лично по моему характеру, конечно же, наш советский или российский стереотип, кем должен быть мастером. Мастер – это волшебник. Я знал, когда был маленький, что это очень сложный путь. И для меня это очень интимный процесс был, в котором я много кого не слушался. Потому что, опять-таки, где я учился, там были очень жесткие каноны, очень жесткие рамки. Если ты их как бы не следуешь, да, то тебя, ну, как бы отбрасывали, ты не в тренде, да, то есть нужно делать вот только так, а мне это не нравилось. И, скажем, если посмотреть на инструменты коллег, очень многих тех времен в Кремонии, очень мало кто вообще рисовал на инструментах. То есть я почти первый, кто это начал делать, и я был подвержен очень большой критике. Многие, причем обсмеивали прямо. Ой, как смешно, и то, и все, да. И я не слушался этому, мне было совершенно, как говорится, безразлично, что они там говорят. Люди с советской, скажем, культуры к этому относились очень серьезно и очень уважительно, наоборот, они это ценили как никто другой. Когда я жил в Кремонии, я был директором фонда, президентом фонда культурного по развитию музыкальных талантов, и мы им дарили музыкальные инструменты. И там у меня была мастерская, и у меня были типа ученики, которые помогали. У нас был проект, то есть у меня была такая маленькая мануфактура. Мы платили из фонда, из бюджета фонда молодым ребятам, ученикам института, высшего института скрипичных мастеров, платили стипендии. Они делали эти инструменты по частям, мы собирали и дарили потом их музыкантам. На то время наши русские музыканты, русские студенты консерватории, музыкальных вузов, они не имели возможности купить хорошие инструменты. И мы дарили им, давали на долгий срок эти инструменты и как-то помогали. Вот был для меня очень такой хороший очень период времени, очень интересный. И на своих учениках, конечно же, можно еще учиться. Но я знаю, что сейчас мир так устроен, что если я найду себе какого-то ученика, буду учить, он, естественно, подумает через год, что он обладает всеми секретами, и, естественно, он уйдет. Этот процесс очень такой длительный, и очень сложно найти верного человека, который будет с тобой, как говорится, хотя бы какой-то период времени действительно искренне, да. Пока еще нету такого ученика, может быть, когда-нибудь будет, я не знаю, посмотрим. Главная генетика моей профессии — это то, что мне очень повезло, что я родился в Санкт-Петербурге, на стрелке Васильевского острова, и вырос на Исаакиевской площади, здесь тоже недалеко, на Мойке. И для меня вот именно звук канала Мойки, да, и этих речных трамвайчиков, которые проходят мимо, это очень... И вообще красота, когда ты проходишь по Большой Морской, или по Малой Морской, или выходишь в Дворцовую, или просто ходишь в Эрмитаж, или на концерты, это уже своего рода генетика. Но море — это моя страсть, потому что все-таки я родился как-то в морском городе, родился у воды. И как-то я со своим очень близким другом Максимом Рысановым, который очень известный альтист, вообще один из самых
лучших альтистов в мире. Макс, давай мы с тобой вместе что-нибудь такое придумаем, да, фестиваль какой-нибудь. Он говорит, давай, шикарная возможность. Фестиваль называется Music Sail Festival, международный фестиваль парусного спорта, музыкального парусного спорта, вот так. Это, кстати, уникальный фестиваль из-за того, что власти, с которыми я должен договариваться, в основном это портовая полиция. То есть тут ты приходишь в театр, у тебя директор театра, там, да, какие-то там Минкульты, а тут портовая полиция. То есть совершенно другой разговор. Знаете, я сейчас пришел, значит, буду здесь концерт организовывать. Они так смотрят, чего там. Мы подплываем к порту, где будем выступать. Либо там какие-то, допустим, руины древние греческие, да, вот, или даже древнеримские, потому что там, где мы находимся, это все-таки была Венеция. Это Венецианские острова были в свое время. Вот, мы подплываем, такую нашу филармонию, там кто-то занимается в каютах, кто-то там причесывается, там наводит марафет, да, и скоро мы причаливаем и выходим, будем выступать. Вот, так что вот своего рода такой, скажем, фестиваль хорошо музыкантам, которые отдыхают на море, для них это что-то новое, и хорошо местным, которые каким-то образом приближаются к настоящей классике. Как любому артисту, свободным в творчестве помогает, скажем, люди, которые поддерживают тебя, которые создают тебе тот самый климат, в котором ты можешь не только выживать, но и стремиться идти вперед. Климат, который тебе помогает как-то дальше экспериментировать и что-то новое находить. Это самое сложное. Но счастливая жизнь, я считаю, это друзья. Это люди, которые тебя любят, которых ты любишь, и с которыми ты можешь видеться часто. И самое, я считаю, самое идеальное, самое красивое, это когда ты с этими друзьями, с людьми, которые тебе близки, с которыми тебе интересно, еще что-то можешь творить вместе. У каждого человека есть свой путь, и нельзя говорить, что у меня правильный путь, а у кого-то другого неправильный, да? Потому что каждый идет по своему пути, и каждый человек адаптируется. Так что главное, я считаю, счастье в жизни, это когда ты действительно можешь жить и развиваться, как ты хочешь. Я помню разговор с очень известным итальянским актером Энрико Беруски. Он был очень известный в свое время, и потом он бросил просто все это, свое актерство. И, насколько я помню, он пошел работать на фабрику электрических кабелей. Вот. И какой-то период он там проработал. А потом мой знакомый художник из Милана, очень близкий друг, открыл ассоциацию типа фонда, связался с этим актером и начал его в свои проекты. И как-то Энрико вернулся в жизнь актера благодаря моему другу. Но он действительно был очень известный. Да? И я помню, как-то на одной из бензоколонок, он там где-то, так, мы останавливались, и люди, ой, посмотри, это он. Так, да, когда-то вы меня вообще не понимали. То есть актеру нужно именно высказаться то, что он хочет действительно сам сказать, а не то, что его заставляют. И я считаю счастье, когда ты действительно ты можешь себе позволить ту самую свободу, где ты можешь творить то, что ты хочешь, и выражаться, как ты хочешь.